Привет, друзья! Итальянская эстрада славится на весь мир своими талантливыми, будоражащими сердца исполнителями. Они не оставляют никого равнодушными, ни взрослых, ни молодых, в том числе, конечно, и Димаша. Это Робертино Лоретти, Тото Кутуньо, Альбано и Паулина Каризи и Эрос Рамазотти. Сейчас вы узнаете более подробно, как Димаш вдохновляет итальянцев петь на казахском. Но сначала, пожалуйста, не забудьте подписаться и поставить свой лайк, если видео вам понравится. Вы готовы? Поехали! Популярная в 80-е годы итальянская эстрада сегодня переживает свое возрождение. Мы вспоминаем одну из известнейших блондинок-итальянок, конечно же, нашу любимую Рафаэла Карра. Ее неподражаемый, очаровательный танец в песне «A far l'amor cammini tu» – это просто визитная карточка всей музыкальной Италии 80-х. Грациозная пластика и фигура в умопомрачающих костюмах просто незабываемы и стали эталонами для будущих поколений известных мировых стилистов и кутюрье. Ее привлекательный, аристократичный образ голливудской звезды был популярен во всей Европе. Вот один из комментариев ее поклонника, мимо которого мы не смогли пройти и решили прочитать вам его. Невероятно, что Рафаэла показала себя с такими смелыми взглядами и такими чувственными движениями в это время. Но поскольку она не американка и не пела на английском, она не стала похожей на Мадонну, но во многих вещах она первая. Вот такой интересный комментарий. А Адриано Челентано, киноактер, эстрадный певец и телеведущий, песню которого исполнил Димаш на китайском языке в конкурсе I Am Singer 2017. Мы поговорим об этом конкурсе обязательно, но пару минут мы отведем нашему любимому Адриано Челентано. Его оригинальный образ в кинофильмах, напоминающий «Фигаро там, Фигаро здесь», его смешной танец на бочке с виноградом в украшении строптивого, его высказывание «Мне нравилось быть талантливым кретином», его стиль жизни до сих пор у всех на устах. Поэтому он собирает огромные стадионы почитателей его таланта, как у себя на родине, так и за рубежом. Адриано Челентано говорит: «Секрет моей оригинальности в том, что я много копирую. Когда я смотрел фильмы с Кларком Гейблом, то всегда пытался перенять его жесты. Кого напоминает нам Димаш в своем новом клипе «Be With Me»? Не Адриано Челентано ли? Убедитесь сами, посмотрите это фото». Вернемся к конкурсу, в котором Димаш блеснул своим многогранным талантом и необыкновенным голосом в 6 октав восхитил китайскую многомиллиардную публику I Am Singer 2017. В YouTube просмотры этого конкурсного дня составили почти 66 тысяч раз. Вот такие комментарии можно наблюдать после исполнения этой песни Димаша. Сергей пишет: «Нет слов, Димаш. Приятно смотреть, а голос просто гипнотизирует и завораживает. Адриано Челентано покорил сердца миллионов людей старшего поколения, а Димаш абсолютно всех. Он так ее преподнес, что даже сердца молодых скептиков затрепетали. Спасибо огромное за удовольствие. Браво! Так держать!» Димаш удивил зрителей песенного китайского конкурса тем, что он сколлаборировал 2 песни в одной. Неожиданно для зрителей он перешел с романтичного, спокойного пения в стиле Адриано Челентано на невероятный вокале с песней «Дива Данс». Мы больше знаем Адриано Челентано как актера и совсем мало знаем его как композитора. Он автор десятка замечательных песен, в том числе и о сложной истории любви. Внешне небрежно хамоватому Челентано удивительным образом удается воссоздать сложную ситуацию 2 влюбленных, которые по многим причинам, похоже, не могут жить в гармонии друг с другом. Адриано Челентано – постоянный гость знаменитого на весь мир песенного конкурса Сан-Ремо. Надо сказать, что Италия сделала качественный рывок вперед по ряду показателей в музыкальной индустрии и песни именно с этим фестивалем. Сан-Ремо – это кузница талантов.
Наверное, поэтому такие конкурсы, как Сан-Ремо, заложили основу развития других песенных конкурсов в мире, на одном из которых мы и узнали Димаша, как обладателя изумительного, необыкновенного голоса. В ряду феерических выступлений Сан-Ремовского фестиваля был и Тото Кутуньо. Он один из основоположников итальянской современной эстрады. Тото Кутуньо известен сотрудничеством с Адриано Челентано, Джо Дассеном, Далидой и другими. Тото Кутуньо прославился после исполнения песни «Эл Итальяно». В 1990 году стал победителем международного конкурса Евровидения. Кутуньо – любимец публики всего мира, а композиция артиста давно разобрана на цитаты. И именно фестиваль Сан-Ремо открыл советскому телезрителю Тото Кутуньо. В 1980 году песня «Солоной» навсегда засела в нашей памяти. Нам достаточно напеть несколько первых аккордов этой песни, как вся песня звучит во всем своем богатом многозвучии в наших головах. И в этом плане небывалый карьерный рост Димаша схож с карьерным ростом Тото Кутуньо. Помните наше видео о Муслиме Магомаеве? Мы говорили, что Димаш и Муслим Магомаев приобретали популярность из международного конкурса в другой. Исполнение их песен было безупречным, и жюри конкурсов безоговорочно присуждали гран-при песенных фестивалей этим певцам. Развитие творчества Тото Кутуньо схоже по своей истории с развитием творчества Муслима Магомаева, а Димаш наследует их богатый опыт и продолжает эту интересную тенденцию в своем творчестве. Хотелось бы сказать о Ларе Фабиан. Конечно, вы можете спросить, при чем тут Лара Фабиан? Она ведь родилась в Бельгии. Когда мы прочитали биографические данные, мы поняли, что Лара Фабиан имеет прямое отношение к Италии и итальянской музыке. Оказывается, фамилия Фабиан – это модифицированное написание имени дяди Фабиано. Певица имеет фламандско-итальянские корни, и в каждой песне Лары Фабиан мы слышим лиричную итальянскую ноту. Особенно в песне «Адажио», которую спел Димаш также на одном из этапов конкурса «I'm Singer». Да, тот самый конкурс, о котором мы уже говорили, когда Димаш превосходно исполнил песню Адриано Челентано. Лара Фабиан поздравила Димаша с прекрасным исполнением песни «Адажио». Как Димаш проникновенно поет песню «Любовь уставших лебедей». Композитор Игорь Крутой специально для Лары Фабиан на стихи поэта Михаила Гуцериева написал эту песню. Эта песня получила всеобщее признание тогда, в 2004 году, когда российская публика познакомилась с Ларой Фабиан на ее премьерных концертных выступлениях в Московском международном доме музыки. Спустя годы, в 2018 мужской ответ этой истории любви было доверено исполнить Димашу. Михаил Гуцериев, отвечавший за прочувственную лирику, адаптировал строки. Тогда Димаш произвел на слушателей всего мира ошеломляющее впечатление. Димаш говорит следующее: «Мне кажется, что это моя первая авторская песня, которую мне подарил российский композитор. И я считаю, что «Любовь уставших лебедей» действительно соответствует тому, чтобы о ней говорили как о произведении искусства. Это очень важно в нынешнее время, потому что шоу-индустрия сейчас больше хайпует, нежели занимается творчеством. И в этот непростой период я хочу показать, что на эстраде все еще существует искусство. Поэтому и понятно, почему фан-клуб Димаша Кудайбергена в Италии имеет огромную численность. Кто-то из итальянских фанатов слышит в нотках Димаша сицилианское, а кто-то неаполитанское. Но одно объединяет фан-клуб Димаша в Италии – то, что они видят в музыке и исполнении Димаша историю зарождения оперного пения в Италии, начиная с кастратного пения 17-18 веков и до сегодняшнего времени. Мы связались с одним из фан-клубов Димаш Дирс Итали, где насчитывается около 5000 человек. Вот что они нам ответили на вопрос: в чем феномен Димаша? Послушайте, пожалуйста. Димаш – это чудо, вундеркинд, чудо, чемпион, у него большой талант в музыкальном поприще по вокалу. Следующее. Димаш передает прекрасные эмоции. Вот еще одно.
Мы любим Димаша, потому что у него есть дар объединять народы во имя музыки. Образ жизни Димаша и его примерное поведение трогает сердца людей, как ребенка, так и взрослого. Вот еще один комментарий. Музыка Димаша обладает даром переносить нас в другое измерение, заставляя отправляться в чудесные путешествия. А вот еще один комментарий от итальянских дирс. Димаш не перестает нас удивлять. Голос Димаша может поднять душу больного. Димаш поднимает настроение. Димаш объединяет нас всех в одну семью. Мы любим Димаша, и мы уверены, что то же самое можно сказать и о вас. Особое место среди итальянских дирс занимает Фабио Кассаля, которого Димаш вдохновил на изучение казахского языка, потому что Фабио считает, что только оригинальный язык певца может передать всю красоту песни. Поэтому буквально неделю тому назад Фабио спел на казахском известную казахскую народную песню «Кусни Корлан». Он ее спел так проникновенно, красиво. Звучание гитары у Фабио безукоризненное, а звучание его голоса на казахском показало нам, что нет границ у дирс, а итальянские дирс любят изучать казахский язык, потому что все-таки, что ни говори, казахские и итальянские песни по своей красоте очень похожи. Кстати, песня «Кусни Корлан» – одна из любимых песен Димаша. Когда у Димаша спросили, кто является твоим кумиром, он ответил: «Я большой фанат Майкла Джексона, Фредди Меркьюри. Я вырос на их песнях, потом идут произведения на итальянском языке, потому что я по сей день являюсь большим фанатом итальянских теноров Лучано Паваротти и Энрико Карузо. Мы все уверены, что если бы Лучано Паваротти был жив, он бы обязательно первым делом пригласил бы Димаша петь в театре Ла Скала. Хотя Лучано Паваротти нет с нами уже несколько лет, но его техники в пении применяются многими певцами, в том числе и Димашем. Димаш говорит: когда Паваротти было уже за 70, он продолжал учиться, занимался с педагогом по вокалу, ведь артист никогда в полной мере не слышит, как сам звучит. Ему кажется, что все хорошо, поэтому нужен человек со стороны. Вот какое оказал влияние на Димаша Лучано Паваротти. Димаш, как и Лучано Паваротти, очень скромный. Он выразил свои мысли по поводу себя так: то, что происходит в моей жизни, большое счастье и огромная удача. Но прекрасно понимаю, что звезды на небе, а мы люди. И главное – быть достойным человеком. Люди почему-то думают, что артист мегастар, но ведь есть звезды и в других профессиях, даже большие, однако их никто таковыми не называет. Понимаю, что слава – это временно. Настанет день, когда придется уйти со сцены, сесть вместе со зрителями и смотреть на других. И в этот момент ни один из них не должен сказать, что на заре своей карьеры я вел себя надменно. Я этого боюсь. Все, что происходит в жизни – испытания. Одному дается многое – счастье, богатство, хорошая семейная жизнь, творческий взлет, другому почти ничего. Но важно понимать, что то и другое – временное явление, просто испытание. На все воля Аллаха. У меня же есть договоренность с самим собой, что по завершении творческой деятельности должен взглянуть в зеркало и с достоинством сказать: ну хорошо, ты справился. Вот на этой замечательной ноте хотелось бы завершить наше видео и вспомнить песню «Felicità» итальянского дуэта Альбано и Ромина Пауэр, исполненная впервые в 1982 году. Эта песня для многих своего рода визитная карточка всей Италии. Мы впервые встретили эту песню еще в глубоком детстве, и при каждом прослушивании наше сердце до сих пор превращается в рождественский фейерверк, который восторженно шипит, переливается, бурлит и сверкает. Счастье – это держать за руки далеко уехать. Счастье – это твой невинный взгляд среди толпы. Счастье – оставаться близкими, как в детстве. Счастье – это счастье.